Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы видите обзор на Redmi Note 11T Pro 5G. Это то же самое, что Poco X4 GT 5G Ctrl-C, Ctrl-V. Съемка ведется на него, максимум 4К 30 FPS на основную камеру. Из плюшек это мини-джек. Помимо этого, просто космическое количество баллов в Antutu за этот ценник. Почти 700 тысяч в минимальной комплектации. Помимо этого, неплохая камера, как вы сейчас сами видите. Помимо этого, экран на 144 Гц развертки. Это прямо супер круто, как вы понимаете. И в целом, дифирамбы этому смартфону можно петь, потому что тут есть NFC, здесь есть и глобальная версия. И по большому счету он лучше Poco, на которой, разумеется, у меня будет обзор. И это тот же самый аппарат, просто бренд другой. То есть, что Redmi выпустила, после этого выпустила Poco. И Poco делала так уже с Redmi K50 Game Edition, который у меня был на канале. И после этого Poco F4 GT был тот же самый аппарат. У меня на руках китайская версия, то есть бендов здесь меньше. Упаковано смарт по максимуму, минусы в нем, разумеется, есть. Смотрите обзор, будут примеры съемок, видео, фото, но по автономности он просто царь и бог. Смотрим. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать и тестировать супер интересную новинку. Это Redmi Note 11T Pro. То есть есть Redmi Note 11E Pro, я его недавно вскрывал и тестировал, а это уже Redmi Note 11T Pro. Вполне возможно, этот обзор вы увидите раньше. Почему? Потому что, разумеется, это больше, ближе даже не к среднему сегменту, а ближе к топам от Xiaomi. Напоминаю, что 67 Вт зарядка у этого аппарата. Напоминаю, что есть и 120, есть и 150 у Realme. Никаких супер-мега данных в этом нет. Очень сильно похож он, Redmi Note 11T Pro, на аппарат Redmi Note 11E. Посмотрите внешку, если вы найдете отличия, значит вы молодец. Сразу на аппарате написано, что он поддерживает 4G. Скорее всего, ввиду того, что упаковка вскрыта, мне установили сразу глобалку. Чехол довольно удобный, пимпочку отрезаем, как всегда. Type-C-шник ближе к дну, не по центру, к сожалению. Если брать зарядку, еще 41% заряда на борту. Сейчас проверим, что у нас можно запихивать. Надеюсь, слот гибридный. Вижу, что здесь довольно большой подбородок. Это, конечно, фейл. Но вы потом сами увидите. Если говорить о сим-картах, две физические сим-карты можно запихать, но слот не гибридный, к сожалению, у вас не получится туда запихать еще и карту памяти. Глобалки нет, здесь только английский. Но гуглы установить будет можно. 203 грамма вес этого аппарата. Высота 163, ширина 74, толщина без блока камер, он довольно пузатенький такой. 9,1 с блоком камер. 12,25. 64 мегапикселя, вроде бы есть телевик, мне так кажется, что это он. И будем смотреть, как, что и почему в этом девайсе. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Разумеется, постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, сейчас разыгрываются наушники Sony и защищенный смарт. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. За коммент спасибо. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черной, голубой и серой расцветке. Дизайн хороший, но смарт кажется слегка объемным в толщину. В руке без чехла лежит комфортно и пользоваться одной рукой можно без проблем. Тыльная часть выполнена, по всей видимости, из пластика. Во всяком случае, тактильно ощущается как пластик. Рамка из металла, а с фронта экран покрыт Corning Gorilla Glass. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, что неудивительно, два микрофона, динамики основной и разговорный, звучание неплохое, но динамик на верхнем торце значительно тише играет, чем другой динамик. Dolby Atmos на борту, вдобавок к стоке есть кастомный эквалайзер и некоторое количество готовых пресетов, за что спасибо. Сертификация HRS Audio и Audio Wireless на борту. ИК-порт и мини-джек присутствуют. Смартфон имеет влага- и пылезащиту класса IP53, что хорошо. Кнопки практически не люфтят, и сборка самого смарта хороша. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем класса DisplayMate A+, на 6,6 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, DCI-P3 широкая цветовая гамма, HDR10 и Dolby Vision на борту. Плотность пикселей 407 ppi, что
что очень даже хорошо. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает. И, разумеется, хочется больше яркости, но это же IPS. Пользоваться смартфоном в солнечный день не совсем комфортно, но возможно. Цветопередача приятная, в целом картинка достаточно четкая и контрастная. В настройках, как и во многих смартфонах, имеются функции, которыми можно персонализировать экран под себя. Частота обновления экрана максимум целых 144 Гц, но мы понимаем, что это не везде, правда? На выбор также есть 90 и 60 Гц, но я рекомендую пользоваться динамической герцовкой. Тач на 270 Гц, тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране, и отрабатывает он хорошо. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок, но экран не тускнеет. Далее, мультитач в 10 касаний на борту работает. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно и быстро. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз возможно. Внести биометрические данные можно до 2 лиц, за что отдельное спасибо. Подбородок у экрана есть, и он средних размеров. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 8100 с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,8 ГГц. Графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии. Интерфейс на английском языке, русского перевода нет. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 6 или 8 ГБ. В настройках также можно виртуально расширить до 2 ГБ ОЗУ. Изменений лично я в работе смартфона не обнаружил, и в принципе мне не встречались смарты, у которых при виртуальном расширении оперативной памяти изменяется как-то работа в лучшую сторону. Внутренняя память быстренькая, UFS 3.1 и на выбор 128-256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G, что нас не особо интересует. Может быть, кого-то интересует в центре Петербурга или Москвы, но таких меньшинство. Для 4-го G бенды 7 и 20 отсутствует. Как я уже говорил, что такой же смартфон — это Poco X4 GT, у которого бенды есть. Плюс есть глобальная версия этого смартфона, у него тоже есть бенды, но он чуть-чуть дороже. Не путать с китайцем, перепрошитым на глобал. Таких тоже достаточно, вот у него бендов не будет. Опять же, в большом городе вы не заметите вообще разницы. Связь смартфон у меня ловил, но не особо хорошо. Опять же, я живу в области. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи. VO LTE и VO Wi-Fi на борту. Вибромоторчик линейный по оси X. Нет опорный, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth последней версии 5.3. Смартфон оснащен модулем NFC. Из навигации GPS Beidou, Galileo, GLONASS и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что для Dimensity стандартно и очень даже хорошо. Емкость аккумулятора 5080 мАч. Несмотря на это, в PC-марке выдал он хороший результат, 9 часов 5 минут и осталось еще 20%. Притом тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. С другой стороны, для IPS стандартно длительное время работы, на этих экранах всегда аппараты живучие. Заряжается он с 0 до 100% от родного адаптера питания в среднем за 48 минут, беспроводной зарядки, разумеется, нет. За 30 минут просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi ушло 8%, в час считайте 16%. За час игры в Genshin Impact на рекомендованных настройках 17%, что прям очень круто. Играть более чем комфортно, если выставить максимальные настройки графики, то проблем все так же нет. Единственное, автономность уменьшится, разумеется. Если говорить о более легких играх, то смартфон с ними справляется отлично, что неудивительно. Нагрев не сильный, яркость, к слову, он не понижал, что хорошо. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит отлично. 333 гипса минимально, максимально 401 гипс и в среднем 369 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 911, в мультикоре 3669, 3D Mark показал Slingshot 6862, Slingshot Extreme максимально. Wildlife Stress Test 5789, Wildlife 5198, Wildlife Extreme Stress Test 1387 и Wildlife Extreme 1375. В Antutu выдал результат в 623 тысячи попугаев, Storage Test показал нереально шикарные 73 тысячи. 45-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. В AI Tutu смартфон выбил практически миллион. Это тоже хорошо для Xiaomi, именно 963 тысячи. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной широкоугольный на 64 мегапикселя, сверхширик на 8, с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту. Работает она только в 1080p 30 FPS. Аптостаба, разумеется, нет. Замедленная съемка имеет разрешение 1080p на 120 FPS, а также 720p на 960 FPS и ниже. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей, находится он по центру в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. В стоке
смартфон имеет не только стандартные режимы для фото и видеосъемки, но и другие полезные функции, что особо удобно. Съемка неплохая, есть небольшое ощущение мыльности, стабилизация видео с основного модуля в 4К 30 FPS не радует. Пересветы, разумеется, присутствуют, и в целом короткие примеры вы сейчас увидите на экране. И вот он, супер распиаренный 11T Pro, фронталка 1080p, 60 FPS, неприятные довольно условия съемки. Я вижу здесь первое, это то, что он не очень хорошо справляется с одной стороны, с другой стороны у него пока, по мне, отличная стабилизация у фронталки. Смотрим самый неприятный момент и не худший вариант из того, что я ожидал. Ну, теперь попытка снимать. Так, вы будете в середине лета снимать свои влоги, если решите, вечером прогуливаясь где-либо, что-то записывать. И в целом, ну, нет, не может он меня увидеть без освещения, только с освещением. Ветер задувает, не знаю, как отрабатывают микрофоны, надеюсь, я их не закрыл руками. И, разумеется, смарт в чехле. На ультраширик максимум 1080p 30 fps, что и требовалось доказать. Никогда ничего от этого космического не жду. Никогда не доверяю надписям из разряда «Есть ли автофокус у ультраширика?». И, как многие меня просят, в комментариях я проверяю, вроде бы есть. То есть я его вижу. Возможно, на съемке на экране большом будет что-то по-другому. Я, во всяком случае, его еще раз проверю. Но качество, не знаю, зачем он нужен. 4К 30 FPS, здесь стаб никакущий. Может быть, опять же, особенность современных смартфонов, то, что ты на смарте, как и на яблоке последних, видишь, что все хорошо, точнее, все плохо, а потом выгружаешь это дело при рендере или просто скидываешь на компьютер, у тебя уже супер плавная картинка. Увидим, во всяком случае, вы точно увидите. 4К 30 FPS, автофокус, любимая гайка. Чувствуете, уже даже не шучу по поводу вжиков, но не хочет. Не хочет. Давайте другую гайку попробуем. Пальцем не помогаю. На 4К не хочет автофокус срабатывать на гайку. Упорно. 1080p 60 fps, автофокус, гайка. И в 1080p тоже ее не видят. Ну что, 1080p уже 30 fps. Пальцем помогаю. Показал. Нет, это ручной автофокус получается. Это не автофокус, это ручной фокус. Проверяем вечерний роллинг шаттер. И вроде бы неплохо. Только что тестировал автофокус. И автофокус ни в каком из режимов у меня сложный объект вечером не взял. Это прям очень непривычно для Xiaomi, тем более аппарат не супер новый. Он, конечно, новый, но не супер новый. А вот, к слову, надпись «Донор» он видит. Понятно, что ничего. А нет, в X6 он даже видит чуть-чуть лого. Очень даже неплохо. KFC нет. Здесь уже стандартно не видит он рекламу издали. А есть смарты, которые справлялись. Фронталка 11T Pro. Ну, я не знаю, я ожидал от этого смарта чего-то большего. Хотя, опять же, в сравнении с собратьями по цеху в этой ценовой категории он неплохо снимает. Но, допустим, когда Black Shark игровой снимает не хуже, понятно, что он дороже. Все равно это как-то непривычно. 4К 30 FPS, Московский проспект. Вот так примерно отрабатывает стаб. И отрабатывает он не худшим образом у основной камеры. Ультраширик максимум в 1080p 30 fps. Слышите, как микрофоны отрабатывают у дороги. Освещение, можно сказать, приближено к идеальному. Ни прямых лучей тебе, ни солнца. X2. На ультраширик даже с 1080p 60 fps в режиме реального времени не перейти.
И еще 1080p. Съемка против ветра, основная камера. Немного фронталки в тени около облачка. Ветер сильный. Ультраширик, Муринский парк. Вот, допустим, я буду снимать на месте. Теперь движение. В принципе, стаб работает неплохо, но к ультраширикам вы отношение мое знаете. Я думаю, что если вы смотрите не на смарте, ваше отношение примерно такое же. 4К 30 FPS, рассеянный свет, Муринский парк, и это основная камера. Съемка с одной руки, стаб работает рвано. Я бы даже сказал, что довольно плохо работает. Если, допустим, медленно вести, пытаться держать горизонт, то снимает все более чем. Единственное, при X5 мы получаем мыло, при X6 тоже. X6 максимум, но даже со штативом смысла от этой картинки никакой не будет. 4К 30 FPS, утки отдыхают. Здесь у нас голуби. Голуби вытеснили уток. Кстати, ничего так. Объекты вблизи снимаются. К слову, суперстаб способен снимать только в 1080p 30 FPS. Но тут прям все плавненько-плавненько. Даже если трясти. Вот я трясу телефон, а вы получаете более-менее плавную картинку. 4К 30 FPS. Основная камера. Уточки, которых мы почти потеряли. X6. Минусы. Хотелось бы полноценный слот, недостаточно яркости экрана, нет 7 и 20 бенда для китайской версии. Также я ожидал лучшего от основной камеры и от фронталки. Все-таки по сравнению с Samsung A53, который стоит дешевле, камеры снимают хуже. С другой стороны, в A53 железо вообще печально. На него обзор тоже, разумеется, будет, уже больше месяца его гоняю. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. На данный момент не знаю, как с курсом, но вчера было все отлично. Смотрите в телеграм-канал скидок, там очень много интересных предложений и эксклюзивный контент, разумеется. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи. Всем, кто оставил коммент, огромное спасибо. Вы помогаете каналу. Резюмировать я бы хотел очень просто. Смотрите, здесь нет направленного микрофона. Супер-мега крутой съемкой не назвать, но играть в него кайф. Автономность, еще раз повторяюсь, как говорил в начале, у него космос. Основной минус для 99% пользователей, как и для меня, это будет IPS-экран. Для очень многих будет вот эта вот дырочка, фронталка, которая по центру. Я привык к Realme вниз, вверх, влево, вправо двигаем, куда угодно. Помимо этого, дизайн, который фактически скопирован с линейки BBK, хотя можно долго спорить, что из кого у них на что похоже, но если вы купите данный девайс или из линейки, допустим, Ace-овской у BBK, у OnePlus, вы просто благополучно в чехол то и другое запихаете и не сможете найти отличий. Плюсов у него просто космос, поэтому его просто в бешеном количестве скупили в Китае, именно по количеству штук проданных. Здесь нет 7 и 20 бенда, у меня китайская версия, но напоминаю, что на Али уже практически везде продается глобалка, и она не намного дороже. Здесь есть выделенная версия, лимитированная Astra Boy. В нашей стране это не особо популярный герой, в Китае это он мега популярен, и там 512 гигабайт внутренней памяти на борту у самого смарта, считайте, но это круто. Если брать из разряда того, что вам надоело AMOLED и вам хочется IPS, цвет, блеск, красота. Если брать ценник, Poco чуть-чуть, не знаю, упали, мне кажется, с крыши с какой-то, потому что на данный момент вот эта глобалка стоит дешевле, чем Poco на процентов 10-15, а где-то даже 20. И для меня, я считаю, что когда ты берешь средний ценовой сегмент, и это дело стоит дешевле, но это весомо, потому что Poco еще и платную доставку, как вы видели, во время распродажи включила, и ее почему-то не отключают. Поэтому не забываем подписываться на канал, писать в комментах, что еще купить на обзор. Интересного от Redmi у меня еще будет 11E Pro. Было 11E, и вообще практически всю линейку Redmi, китайскую и глобальную, я скупил. Возможно, будет еще Xiaomi 12 Pro на Dimensity. Разумеется, будет S Ultra, 12S Ultra, поэтому пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор, я постараюсь приобрести это раз. 2. Пишем в комментариях, что вам еще хочется увидеть в тестах смартфонов, может быть я что-то где-то как-то пропускаю, но пальцами ломать я их не буду, почему? Потому что угодно можно сломать пальцами, если их натренировать. Девайсу однозначно бесконечное да, если вам нужен IPS, добра и удачи вам, дорогие друзья!